Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. А в этом видео вы увидите кардиган Solange на мне. Как раз сегодня погода, которая способствует этому. Вместе с вами мы провяжем узор, раппорт узора в высоту. Я расскажу вам об основных моментах в этом кардигане. Ну а о том, как я его отреставрировала и исправила ситуацию, я сниму отдельное видео, небольшое, короткое. Меня просили показать. Возможно, кому-то это будет полезно. Ну что ж, давайте приступим и посмотрим на этот кардиган. Кардиган я вязала из пряжи Семеновская, А-элита, в 100 граммах 781 метр, 50% шерсть, 50% акрил. Вязала в 2 нити. Кому интересно, этот цвет называется Астра. Кардиган связан на 44 российский размер. И у меня получилась длина моего кардигана 85 сантиметров. Далее в полуобхвате кардиган у меня получается. Так, если полочка, то у меня получается без обвязки планки 22 сантиметра, с обвязкой планки это почти 28 сантиметров. По спинке сейчас скажу, тоже в полуобхвате. Нет, по спинке уже не в полуобхвате. По спинке, что у меня тут по сантиметрам? 44 сантиметра. Плечо без обвязки 8 сантиметров. Пройма 22 сантиметра. Рукав у меня здесь вточной. Длина рукава 60 сантиметров. Низ изделия. Вот с обратной стороны. Вот эти ниточки. То есть можно это все убрать. Так ничего абсолютно незаметно. Ну что ж, давайте приступим. Конструкция кардигана сама по себе несложная. У меня получились все детали отдельные, но в данном случае можно было бы вязать полочки и спинку все вместе. Мне просто, честно сказать, вылетело из головы, потому что начинала вязать спонтанно. Спинка выглядит вот таким образом. Далее у меня идут полочки. Полочка с своеобразной горловиной. И рукав прямой. Я его делала чуть пошире, чтобы он был. Прямой рукав. Вточной. Значит, на спинку я набирала 94 воздушные петли. Ширина проймы у меня составляет 6 сантиметров. Плечо
8 сантиметров. Небольшое углубление по спинке я всегда делаю, когда вяжу отдельными деталями. Далее на полочку я набирала 50 воздушных петель. И здесь все то же самое. 6 сантиметров. Это ширина проймы или глубина проймы. И плечо это 8 сантиметров. На рукав 70 воздушных петель. Перед тем, как вывязывать окат рукава, я добавляла по краям или столбик без накида, смотря по узору. То есть в каждую крайнюю точку провязывала 2 или 3. То есть я смотрела, чтобы у меня было это вот сюда расширение. 3 раза я это сделала. Дальше, значит, я вывязывала, сокращая петли по обеим сторонам, примеряя по пройме. То есть вот эту часть, когда я отвязывала высоту, я прикладывала по пройме, чтобы посмотреть, да, как у меня это все выглядит. Значит, кто хочет более подробно посмотреть, например, как я вывязываю пройму или как я вывязываю вот так вот окат рукава, у меня недавно вышло видео по кофточке крючком, я оставлю в описании к видео ссылочку, чтобы вы смогли посмотреть более подробно и наглядно. Так, это просто объяснение, мастер-класс на узор и объяснение, как связать подобный кардиган. У меня есть на канале несколько таких простых кардиганов, которые я вязала, но там прямой рукав, без проймы. Сейчас я вяжу уже с проймой. Также хочу обратить ваше внимание, что свой кардиган я делала по всему периметру вот такую вот обвязку айкорд крючком, очень похоже на айкорд. Мне хотелось, чтобы у кардигана было такое красивое завершение, и вот такой вот применила метод. Мне очень понравилось. Просто, быстро, а смотрится очень аккуратно изделие. Вяжем вместе узор. После того, как набрали воздушную цепочку, вы можете сделать первый ряд установочный столбиками с одним накидом, либо эластичным набором. Я буду сразу показывать вам, как вяжется узор. Одна воздушная петля. Во вторую петлю от крючка провязываем столбик с одним накидом. В следующий провязываем столбик с одним накидом. И в следующий. Всего у нас получается 4 столбика без накида. Считаю вместе с первым столбиком подъема. 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пропускаем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую провязываем столбик без накида. Всего мы провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Повторяем. 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую петлю начинаем провязывать 7 столбиков без накида. И так мы вяжем до конца ряда. В конце я также провязала 4 столбика без накида. 1 петля подъема, поворачиваем вязание, провязываем первый столбик, далее второй, третий. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И под цепочку провязываем столбик без накида. Далее 5 воздушных петель. 1,
2, 3, 4, 5. Первый столбик пропускаем, начиная со второго, провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Под цепочку из воздушных петель столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем первый столбик, начиная со второго, провязываем 5 столбиков без накида. В конце также мы провязали 3 столбика без накида, 1 воздушная петля, поворачиваем вязание, провязываем первый столбик без накида, второй столбик без накида, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Далее перед столбиком провязываем столбик без накида, в столбик провязываем столбик без накида и за столбиком провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Далее пропускаем первый столбик, начиная со второго, провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И дальше продолжаем. В конце провязали 2 столбика без накида, воздушная петля, поворачиваем вязание. Первый столбик провязываем столбик без накида, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Опять же перед столбиками сначала провязываем столбик без накида, далее провязываем 2, 3, 4 и за столбиком 5. 5 столбиков без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В центральный столбик провязываем столбик без накида. Повторяем. 1, 2, 3, 4, 5. И опять провязываем 5 столбиков без накида. Первый перед столбиками. Дальше в вершину каждого столбика. И 5 за столбиками. В конце провязали столбик без накида. Теперь 1 столбик под арочку, столбик, далее 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5 и провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И провязываем 7 столбиков без накида. Семь столбиков, 8 воздушных петель. В конце провязываем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и в последний столбик провязываю столбик с одним накидом. 1 петля подъема, 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Пропускаем первую петлю, в следующую столбик без накида. Всего у нас их получится 5.
1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Под цепочку провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше 5 столбиков без накида. Одна воздушная петля. Так, в конце здесь провязали 5 воздушных петель и столбик с одним накидом. Воздушная петля, поворачиваем вязание, 5 воздушных петель и 3 столбика без накида. Пять воздушных петель. Три столбика без накида. Такие у нас здесь ромбики получатся. Здесь закрываем, здесь начинаем. 5 воздушных петель. Три столбика без накида. В конце провязали 5 воздушных петель и в третью петлю столбик без накида. 1 петля подъема, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем 1 столбик без накида. Далее 5 воздушных петель. Пять столбиков без накида. И повторяем. 1 петля подъема, под арочку провязываю 1, 2, 3 столбика без накида, 8 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 столбиков без накида, восемь воздушных петель, 7 столбиков без накида. И так провязываем до конца. В конце подарочку также провязываем 3 столбика без накида и в последнюю петлю прикрепляемся. И дальше у нас с вами опять начинается вот такой вот узор, очень простой, легко запоминается, вяжется тоже легко. На мой взгляд, смотрится очень интересно и эффектно. Как я делала убавки на V-образную горловину. Здесь как бы все очень просто. Мы либо пропускаем один столбик и начинаем вязание со второго, либо совмещенные провязываем столбики. Я чаще пропускаю. Так, мне кажется, удобнее. Смотрите, нужно вязать первый, второй. Я пропускаю и начинаю вязать третий. И оно сразу же, вот оно пойдет у нас по диагонали. Далее я провязываю по узору. Сейчас я этот ряд провяжу и в обратную сторону покажу еще один ряд. Дошла до конца ряда, 5 воздушных петель и провязываю столбик без накида. 1 петля подъема и далее
вот под эту арочку я сделаю соединительный столбик. Оно, видите, уже идет. Далее 1, 2, 3, 4 на одну меньше. Провязываю даже 3. И далее начинаю вязать по узору. Вот таким образом. То есть как бы все время регулируем. Ну, главное, чтобы смотреть, чтобы резко не было. С проймой здесь проще. То есть с одной стороны нужно высчитать, сколько вам нужно. Ну, например, 5 сантиметров. Значит, не довязали. Если вы дошли до конца ряда, значит, соединительными столбиками идем в обратном направлении и вяжем. Как бы сложностей никаких нет. Вязание простое, но опять же, то есть это я вывязываю пройму, мне так больше нравится посадка. Я вязала, когда только училась, первые кардиганы у меня были без вывязывания проймы, от проймы прямой рукав, и тоже имеет место быть. Но мне больше нравится с посадкой, с вывязыванием проймы и с вточным рукавом. Прикрепляем ниточку. Одна петля подъема. Теперь в эту же петлю заходим. Первую петлю протягиваем через первую петельку и 2 петли провязываем вместе. Из этих 2 петель последнюю подтягиваем на крючок, в следующую петлю заходим, через первую петлю проходим и 2 петли провязываем. Вторую петлю на крючок, в следующую петлю заходим, первую петельку через первую петельку протягиваем и 2 петли провязываем вместе. Подхватываем петельку, следующую протягиваем через первую и провязываем 2 вместе. Вот так, очень просто. Но край получается очень красивым и обработанным. Также еще один момент. В этом узоре хочу вас сразу предупредить, что в процессе вязания узор он немножечко такой, как гармошечкой собирается, а после ВТО он очень хорошо расправляется и дает длину полотну. У меня после того, как я связала и постирала, плюс 15 сантиметров. Но узор весь полностью разровнялся. Учитывайте это, что вот эти воздушные цепочки, они после того, как вы постираете вещь, они вот так хорошо разглаживаются и дают длину изделия. Просто это нужно как бы учитывать. И как всегда, в конце видео я хочу вам сказать: вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.